Ну что, видеопроект «Вверх», очередной выпуск Фризона Дубай Медиа Сити. Погнали! Сегодня мы во Фризоне Дубай Медиа Сити. Вы арендуете вот такой офис. Сразу чувствуется, что здесь вложены миллионы, с чего можно начать здесь бизнес. Это очень выгодное предложение. Так, это стол, с которого можно начать бизнес. Выглядит все достаточно уютно. Если вы хотите создать стартап, Дубай – подходящее место для вас. CNN, BBC, NBC, CNBC, Арабия, все эти мировые гиганты в сфере медиа находятся здесь, в новой Фризоне, которую сегодня мы снимаем, Фризона Дубай Медиа Сити. Как обычно, мы зайдем внутрь и посмотрим, как там все устроено. Пойдемте за мной. Здесь максимально круто все сделано. Сразу чувствуется, что здесь вложены миллионы, здесь располагаются такие медиагиганты. Друзья, мы находимся в бизнес-центре Фризоны Дубай Медиа Сити. Она была основана 20 лет назад, в 2000 году, по личной инициативе шейха Дубая, шейха Мухаммеда. Я попадаю в большой коворкинг спейс, именно отсюда можно начать свой бизнес с минимальными вложениями. Показываю вам, как тут все устроено, стол, стул. Ну, понятно, что этому зданию уже больше 20 лет, поэтому, собственно, и мебель, да, такая. Но, тем не менее, выглядит все достаточно уютно и достойно. В такой локации вы можете начать свой бизнес, если он у вас связан с медиасферой. Это большие переговорные комнаты с огромными столами, куда может быть вмещено порядка 15 человек. И вот такие большие просторные прозрачные окна, через которые открывается прекрасный вид на всю вот эту зелень. Сама локация этой Фризоны, она одна из топовых, потому что она находится прям в центре деловой активности и туристической жизни. Немного расскажу о том, на чем делает Фризона акцент. У них есть такая лицензия, как фриланс. Начинается стоимость от 7,5 тысяч дирхам и дает возможность начать свой бизнес людям, которые не хотят открывать большие компании. Например, вы можете быть продюсером, фотографом, тем же самым блогером, видеооператором, открыть компанию здесь и получить визу на 3 года только в категории медиа. Здесь 44 позиции. Все, что связано, в общем, с медиа. Это очень выгодное предложение, потому что по дубайским ценам это действительно недорого. Когда вы открываете компанию или получаете визу фрилансера, помимо того, что вы получаете законное основание жить и заниматься бизнесом в Арабских Эмиратах, вы получаете всю инфраструктуру, которую представляет Фризона, начиная от Дубай Медиа Сити и заканчивая специальными бизнес-инкубаторами, которые располагаются неподалеку. Итак, это стол, с которого можно начать бизнес. Но если вы начали расти, и у вас появляются сотрудники, и вы хотите отдельное пространство, вы можете арендовать вот такой небольшой офис, посадить сюда свой небольшой коллектив и дальше развивать свой бизнес. Представим, что у вас своя редакция или, может быть, какое-то маленькое издание, журнал, интернет-журнал или телеграм-канал, как сейчас модно. Вы арендуете вот такой офис, у вас получается 3 стола, мебель здесь уже немного отличается от той, что мы видели в Coworking Space. Стул, не сказать, что он прям такой супер удобный, в принципе новый. Несмотря на то, что здесь всему уже 20 лет, выглядит все достаточно достойно. И что самое главное, мне сейчас сказало руководство Фризоны, они сейчас находятся в стадии строительства нового бизнес-центра, где будут расположены также коворкинг-пространства, отдельные кабинеты от вот таких небольших до огромных офисов для больших компаний. Это был маленький офис, где берет свое начало бизнес в медиасфере. Пойдемте посмотрим, что здесь есть еще. Вырасти от маленького стола до небольшого офиса или огромного офисного здания можно, в принципе, в любой Фризоне. Но отличие Дубай Медиа Сити от всех остальных именно то, что вы окунаетесь в такое медиа-комьюнити, которое предоставляет всю инфраструктуру в медиа-отрасли. Когда я приехал сюда 3 года назад, у меня полностью отсутствовало понимание о Фризонах, об организации бизнеса в Арабских Эмиратах, и я совершил несколько ошибок на старте. Именно для этого я начал вести этот видеоблог, чтобы вы не повторяли мои ошибки. Я буду рассказывать вам про каждую из Фризон, чем они отличаются друг от друга, и показывать вам, а вы уже выберете на основании этой информации, какая именно Фризона вам подходит. Сегодня мы во Фризоне Дубай Медиа Сити, прямо сейчас о ней подробнее.
Дубай Медиа Сити – это фризона в несколько квадратных километров в центре Дубая. Под своей юрисдикцией она размещает, конечно же, компании в сфере медиа. Здесь вы можете открыть компанию в отрасли реклама и связь, деловая информация, организация мероприятий, служба поддержки мероприятий, фрилансеры, медиа и маркетинговые услуги, служба поддержки СМИ, новые СМИ и даже некоммерческие организации. Друзья, я, как обычно, приехал проинспектировать фризону и рассказать, как она устроена, и показать вам все это изнутри. Я беру интервью у самого главного человека этой фризоны. Как всегда, друзья, я это делаю специально для вас. Пойдемте. Мистер Маджид, управляющий директор фризон, которые входят в группу медиа под руководством Ticom Investment, и также глава бизнес-инкубатора In5 Innovation, который также располагается под зонтиком Ticom Investment. Расскажите об истории, с чего все начиналось, для кого была создана эта фризона? Прежде всего, я думаю, что это важно, потому что, как вы сказали, история фризон дает очень хорошее представление о том, как развивались события в Дубае с самого начала. Дубай Медиа Сити — это вторая специализированная фризона, созданная в Дубае для реализации новой стратегии правительства, направленный на переход Дубая от экономики, основанной на нефти, к экономике, основанной на знаниях, где мы и все правительство ставим перед собой цель сделать Дубай лучшим в разных сферах, а именно технологии, медиа и знания, потому что это основа любого развития в любом городе. Итак, в 2000 году Дубай Медиа Сити стала первой фризоной, ориентированной на интересы СМИ, где она была в основном сосредоточена на попытке привлечь международные медиакомпании со всего мира сюда, в Дубай, чтобы они могли приехать и увидеть реальность именно здесь. Как вы знаете, есть очень много стереотипов, и мы хотим устранить их все, чтобы вы могли увидеть правду. И именно сюда мы привлекли все эти информационные, рекламные агентства, медиакомпании, чтобы они приехали сюда и рассказали миру правдивую историю. Итак, мы создали эту фризону в 2001 году. И с тех пор мы растем и привлекаем множество компаний со всего мира. Поэтому большинство компаний, которые вы видите сегодня, состоящие из более чем 35 тысяч человек, работающих в профессиональных отраслях, которые приехали со всего мира, и Дубай для них — это основа для запуска. У нас есть новый рынок для них в Дубае, рынок ОАЭ, который обслуживает все рынки своих регионов прямо отсюда. Как много на сегодняшний день зарегистрировано компаний во фризоне Дубай Медиа Сити? Количество компаний на сегодняшний день в медиакластере составляет около 34 тысяч человек, которые работают в наших медиакластерах, во всех наших секторах. А количество компаний, которые мы на сегодняшний день зарегистрировали в наших медиакластерах, составляет примерно 3000. Это большое количество компаний, которые заняты в медиасфере. А есть ли среди них какие-то известные мировые бренды? Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что у нас есть более 450 компаний в медиасекторе, расположенных здесь. И более чем 50% из них — это мировые компании. Итак, я просто назову несколько крупных брендов, которые у нас представлены. CNN, CNBC, BBC, Sky News и другие, которые работают в этом секторе. Но в других секторах, таких как реклама и рекламный сектор, а также во многих других международных секторах, которые здесь расположены, у нас представлены довольно много мировых брендов, и я не могу запомнить их все у себя в голове. Но все крупные фирмы, входящие в этот сектор, сегодня расположены в Медиа Сити. У нас представлены компании со всего мира. Из Азии, из Америки, из Европы, из Средиземноморья, из Африки. Все они выбрали находиться здесь.
Я знаю, что вы являетесь главой 3 бизнес-кластеров, хабов, бизнес-инкубаторов In5 Innovation. Я уже побывал в 2, и они меня действительно впечатлили. Расскажите, как пришла вообще такая идея и чего вы хотите достичь через организацию таких бизнес-инкубаторов? Чтобы точнее понять этот вопрос, стоит отметить, что все это часть той же стратегии, которая у нас есть. Стратегия всегда заключалась в том, чтобы создать отрасль, которая будет развиваться и будет устойчива к росту. Не только просить людей приезжать сюда и иметь возможность начать, но и приходить сюда и узнавать, как они могут вести свой собственный бизнес. Итак, когда мы запустили целый медиа-кластер внутри интернет-кластера, мы хотели просто привести сюда людей и познакомить их с Dubai Media City, чтобы они могли знать, какой у них большой потенциал для развития бизнеса. И по мере того, как мы растем и расширяемся, у нас появляется все больше компаний. И все больше компаний начинают привлекать сюда все больше людей. Мы также развиваем инфраструктуру, чтобы люди могли начать свой собственный бизнес, который мы сейчас довольно активно продвигаем. Так что к нам приходят люди и работают в международных компаниях. А затем они находят возможность на рынке и хотят начать свой собственный бизнес. Поскольку мы находимся в процессе быстрого развития и изменения, мы всегда ищем, как мы можем упростить и оптимизировать наш процесс. Как мы можем вести бизнес еще проще и еще быстрее. Чтобы это имело больше смысла для людей, мы создали следующую стратегию, которая в основном могла звучать так. Теперь мы здесь, и у вас есть возможность создавать больше. Что вам нужно от нас? А затем мы взяли всю эту информацию и создали инкубатор In5. Инкубатор — это фундамент того, что у нас есть. Таким образом, люди с инновациями, инновационными идеями могли прийти и узнать много нужной информации, подумать, как их можно было бы поддержать. Так что сегодня они не только получают поддержку, они получают доступ к рынку, доступ к субсидируемой лицензии, наставничество от нас. И мы хотим подключиться ко всем этим международным фирмам, которые у нас есть. И мы хотим рассказать им, как они могут быть полезны обществу, и как они смогут реализоваться. По сути, они должны поддерживать и привлекать больше людей в свой сектор. Так что теперь мы привлекли больше людей для работы в этом секторе, особенно в сфере информационных технологий, где у нас есть около 200 компаний, работающих в сфере IT, стартапов в этой области. В медиа у нас есть большое количество компаний, которые являются частью этой машины по производству контента, чтобы они имели возможность снимать и реализовывать свои блоги, свои влоги, подкасты, и все это из этих мест. И что мы привносим в это? Дело не только в том, что мы даем им лицензию. Нет. Мы предоставляем им всю необходимую инфраструктуру. Поэтому каждый должен организовать им такую же среду, как сегодня. Человек пойдет туда и найдет готовую для него студию, найдет готовый для него монтажный свет, он найдет комнату, чтобы обеспечить себя инновациями. Так что это стало для нас крупным проектом. Теперь у нас много компаний, которые приезжают сюда. Вдобавок ко всему, мы также связаны с внешней стороной этой площадки, как инвесторы, как сторонники каждого сектора, как правительство, оказывая всю поддержку. Так что сегодня более 450 миллионов дирхам идут на инвестиции компаниям, которые находятся в инкубаторе In5. Таким образом, есть интересное колесо, которое сегодня переместилось в Дубай, в такое интересное место. Эта экономика поможет вам развиваться и в основном достичь многих ваших целей и развивать свой бизнес. Это отличное начало, и особо мне интересно, как и многим тем, кто смотрит наш видеопроект, который планирует зайти в Арабские Эмираты, построить здесь какой-то бизнес, много среди них именно стартапов. Вот как стартапы могут привлечь инвестиции через данные бизнес-инкубаторы, и есть ли какие-то уже успешные кейсы? Безусловно, вся идея In5 заключалась в том, чтобы поддержать людей, которые приходят к нам с идеей и хотят превратить ее в компанию. Мы подчеркиваем, что в компании, которая у нас здесь есть, было вложено более 456 миллионов дирхамов инвестиций. Есть также много различных направлений, к которым мы хотим подключиться, чтобы получить инвестиции для них, хотя мы не инвестируем сами.
Потому что нам нравится сосредотачиваться на том, чтобы обеспечить наилучшие условия, а не на том, чтобы обеспечить инвестиции в этом секторе. И мы беспристрастны. Так что если мне, допустим, понравился продукт, а вам нет, чтобы выйти из этого положения, мы сосредотачиваемся на обеспечении самих себя. И в любом случае предоставляем компаниям наилучшие условия, чтобы они могли достичь того уровня, когда они станут пригодными для инвестирования. Инвесторы, когда они придут, обнаружат, что это очень интересная компания, и они хотели бы инвестировать в нее. Так что сегодня на самом деле существует довольно много компаний. Есть компания под названием Rappa, которую мы основали на мероприятии. И после этого они начали бизнес в In5. И они купили компанию, а затем купили другую компанию. Так что это безусловный успех этой компании и многих других. В 2013 году мы только начали осуществлять эту идею. И, честно говоря, мы получили довольно радикальные изменения в окружающей среде, с множеством возможностей даже в самом начале. Но затем мы добавили медиа, а теперь добавили дизайн. Таким образом, мы не только фокусируемся на вашей компании, чтобы развивать вашу идею, но и на том, чем может быть полезна эта идея другим. Как мы можем представить ее через наш бизнес-инкубатор? Чтобы мы могли провести вас через весь процесс, приведу пример. Если у вас есть какой-либо дизайн-проект, мы также фокусируемся на фэшн-индустрии. Так что, если вы начнете работать дизайнером одежды, мы найдем для вас подходящую среду. Когда вы приходите и говорите: «Хорошо, я хочу создать свою первую коллекцию». Для этого есть целый ряд возможностей. И для этого есть инкубатор. Поэтому мы не только фокусируемся на технологиях. Технология — наша самая большая сфера деятельности и самая большая во всем мире. Тем не менее, мы не забываем о других секторах. Мы развиваемся в разных сферах, таких как технологии, медиа, дизайн и любые другие отрасли. Мы всегда поддерживаем их все. Таким образом, мы всегда найдем сектора, которые используют любую технологию для предоставления услуг. Поэтому мы поддержим их и предоставим необходимую инфраструктуру. Так что это очень дорогостоящий процесс, который мы запустили. И сегодня, когда в нашу компанию пришло так много инвесторов, это свидетельствует о том, насколько удачно здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, создана площадка специально для поддержки стартапов, приезжающих к нам со всего мира. На сегодняшний день последние несколько стартапов — это законченные стартапы. Есть стартап, который приехал из Финляндии, и они использовали инкубатор, чтобы иметь возможность развить его до того уровня, на котором он сейчас находится. Так что на самом деле мы пытаемся донести это до всех людей, которые приезжают сюда. Если вы хотите создать стартап, Дубай — подходящее место для вас. И вы можете приехать с любой точки мира, чтобы начать здесь свой бизнес. Спасибо вам за интервью, было очень интересно. Уверен, что после нашей встречи еще больше русскоязычных инвесторов будут приезжать и регистрировать бизнес в Дубае и конкретно в вашем секторе медиа Фризон. Нам будет приятно принять их у себя. И мы с удовольствием предоставим им больше информации, чем им потребуется. И мы готовы ответить на все их вопросы. Большое спасибо. Друзья, это был выпуск из фризоны Дубай Медиа Сити. Я показал вам, как выглядит эта фризона изнутри. Я взял интервью у самого топового менеджера этой компании. Ну а дальше впереди нас ждет бизнес, истории жизни. Мы полетим в другие страны, заглянем в другие фризоны, и все это только для вас. А сейчас, прямо сейчас, не забудьте оставить комментарий под этим выпуском. Увидимся, а я пошел. Пока.